Всем привет! Вы смотрите канал Хлам Знаний. А значит, пришло время узнать что-то новое и интересное. Сегодня поговорим о шлеме суконном рабоче-крестьянской Красной Армии. Рассмотрим версии его происхождения и боевой путь в период от Гражданской до Великой Отечественной войны. А также узнаем, в какой армии его носят до сих пор. В народе его называли Богатырка, Фрунзевка, Коммунарка, но более известен он во всем мире как Буденовка. Это самый загадочный и оригинальный головной убор всех армий 20 века. Вы снова будете удивлены. Устраивайтесь, друзья, поудобнее и внимайте. Изучают. В феврале 1918 года была создана Красная Армия. На начальном этапе личный состав РККА носил суконные фуражки, папахи, защитные рубахи со стоячим воротником, суконные шаровары, заправленные в сапоги или обмотки с ботинками, шинели и полушубки. Широкое распространение получили британские и американские френчи. Командиры, комиссары и политработники часто имели кожаные фуражки и куртки. Кавалеристы носили гусарские брюки, чикчиры и доломаны, а также уланские куртки. Красноармейцам разрешалось ношение гражданской одежды. Молодому советскому государству необходимо было создать обмундирование, которое бы имело ясные отличительные признаки от царской формы и мундиров иностранных армий. При этом учитывалось, что в 18-м на складах имелось большое количество армейского имущества, и небольшая модернизация уже имеющихся комплектов позволила бы сэкономить время и средства. Конкурс на разработку формы для рабоче-крестьянской Красной Армии был объявлен приказом Наркома по военным делам за номером 326 от 7 мая 1918 года. Эскизы принимались до 10 июня 18 года. Головной убор, шинель и иные части обмундирования подробно описывали в самом приказе. Этих критериев должны были придерживаться все конкурсанты. Сейчас трудно установить автора. Скорее всего, это плод коллективного труда. В разработке участвовали знаменитые русские художники. Их задачей было поймать стиль новой формы. Хорошо, что еще не поучаствовали Пикассо и Дали. Первую премию получил Сергей Аркадьевский. Ему и была поручена реализация проекта. В эскизах Михаила Язучевского мы явно видим изображение шлема с большой звездой. Владимир Баранов-Руссине, будучи сотрудником отдела ИЗО Наркомпроса, входил в состав комиссии. Он и нарисовал итоговый вариант шлема. Борис Кустодиев, со слов его дочери Ирины, получив предложение Реввоенсовета, сделал несколько вариантов. Эскизы были отосланы в Москву, но ответа он так и не получил. Участие Виктора Васнецова в конкурсе весьма сомнительно, учитывая, что в 1912 году он был возведен в дворянское Российской империи достоинство со всем нисходящим потомством и революцию не принял. Даже сама аббревиатура СССР была ему ненавистна. Если у вас есть другие сведения, пожалуйста, напишите их в комментариях под роликом. Суду нужна справка. Комиссия быстро предложила вариант новой формы. И уже с 18 декабря 1918 года Реввоенсовет Республики одобрил образец зимнего головного убора, шлема и различительные знаки командного состава в виде треугольников, квадратов, ромбов для ношения на левом рукаве, а также нарукавные знаки в виде эмблем основных родов войск. Это было гениально по простоте выполнения, экономии и скорости внедрения решения. Ввод шлема менял силуэт на легко узнаваемый и четко отличающий красноармейцев от других воинских формирований и бандитских групп послереволюционной России. Пошить первые 4000 штук по готовым лекалам несложно, и десятку швей за пару недель. Максимально использовались имеющиеся запасы и наработки, ткани, расцветки, лекала и тому подобное. При этом разумно учитывался опыт пошива русских солдатских папах для холодного зимнего времени. Конструкция папахи позволяла отворачивать вниз заднюю часть и заводить вперед ее боковые отвороты. Благодаря этому оставались открытыми только глаза.
Подобные наработки имели разные страны. Какая хорошая практика. Головной убор, принятый по результатам конкурса, был утвержден приказом Реввоенсовета номер 116 от 16 января 1919 года. Пофасонить народ у нас всегда обожал. Поэтому стали появляться шлемы из самого разнообразного материала, разных расцветок и фасонов. На форумах по униформе много информации об этом периоде. Креативили с брендом красные командиры знатно. А уже спустя всего 3 месяца приказом номер 628 от 8 апреля 2019 года были внесены правки в конструкцию зимнего головного убора. Изменились его силуэт и размер суконной звезды. Кстати, этим же приказом были введены и разговоры на шинелях, причем последние фигурируют под названием кафтаны. Материалом служило плотное сукно на ватной подкладке для утепления. С передней стороны к шлему крепился простроченный козырек овальной формы, а с задней части пришивался на затыльник с треугольным вырезом. Зимой он отстегивался и опускался, защищая шею солдат от ветра, осадков и холода, а летом поднимался и закреплялся пуговицами к затылочной части шлема. За период существования буденовки ее дизайн неоднократно менялся. Она становилась то выше, то ниже, то компактной и аккуратной, то моментально величественной. Но одно оставалось всегда. Она показывала, к какому роду войск относится ее обладатель. На шлем спереди нашивалась суконная пятиконечная звезда цветом по роду войск. До февраля 22 года звезды надлежало обводить, отступив 3 мм от края. Черной, а для черных звезд красной, полосой шириной 5-6 мм. Поверх суконной звезды крепился установленный приказом Народного комиссара по военным делам от 29 июня 18 года значок кокарда в виде медной красной звездочки с изображением плуга и молота. Позже его сменила эмблема Союза рабочих и крестьян – серп и молот. Несмотря на введение единого обмундирования, до 1922 года войска не были полностью обеспечены, поэтому многие донашивали обмундирование старой русской армии, оставшейся в большом количестве на складах или захваченной в качестве трофеев. Приказом РВЦР за номером 322 от 31 января 1922 года все установленные ранее предметы обмундирования, за исключением кожаных лаптей, которые еще продолжали существовать, отменялись. Вместо них была введена единая, строго регламентированная форма одежды, утвержден единый покрой шинели, рубахи и головного убора. Этому делу присвоена высокая приоритетность. В годы гражданской войны буденовка приобрела символическое значение для Красной Армии и всех, кто поддерживал большевиков. Самым известным стал плакат «Ты записался добровольцем» Дмитрия Маура-Орлова, созданный в июне 1920 года. С этого времени буденовка стала символизировать красноармейца. Из-за большой неграмотности населения плакат приобрел важнейшее значение. В эти тяжелые дни выходило мало газет. Искусство плаката было доступно широким массам. Его образы были понятны каждому, а короткий энергичный текст, лозунг, запоминался и призывал к действию. Плакаты посылались на фронт наравне с патронами и снарядами. Их расклеивали повсюду. Первой частью Красной Армии, одетый по новому образцу, стал Ивано-Вознесенский красногвардейский отряд. Он направлялся в войска под командованием Фрунзе, из-за чего шлему дали новое прозвище – Фрунзевка. А уже в романе Фурманова «Чапаев» мы видим, что шлем назывался «Коммунарка». Поступив в армию Буденова, шлем стал называться Буденовкой. Новое имя прижилось и стало нарицательным. 31 января 1922 года ввели летнюю Буденовку из полотна или хлопчатобумажной ткани серого, либо близкого к нему цвета, без назатыльника, с двумя козырьками спереди и сзади. Однако шлем был неудобным, и в мае 1924 года был заменен фуражкой. Классическая буденовка с февраля 1922 года снова стала зимним головным убором РККА. Теперь она шилась из темно-серого сукна, стала более округлой и не такой вытянутой вверх, как гражданскую. Особенно низким, со слабо выраженным шпилем, ее силуэт был с 1922 по 1927 год. С июля по октябрь 26, а фактически
До весны 1927 на нем отсутствовала суконная звезда. На затыльник с ноября 1932 года полагалось опускать только от минус 7 градусов по Цельсию и ниже. С декабря 1935 года у комсостава ВВС шлемы стали темно-синими, а у автобронетанковых войск стального цвета. Посмотрим. Головной убор был разработан тщательно и отвечал многим требованиям, но мягкая суконная поверхность, в отличие от каски, не защищала голову солдат и демаскировала в окопах, и как подшлемник не годилась. В жаркое время сжимал голову, вызывая болезненные ощущения. Во время движения опускался на глаза, создавая неудобства, а после дождя выглядел неряшливо. Военные действия во время Финской войны показали, буденовки плохо сохраняют тепло, а при намокании долго не сохнут. 5 июля 1940 года был опубликован приказ номер 187 Народного комиссара обороны СССР, заменивший буденовку в качестве зимнего головного убора шапкой-ушанкой. Тем не менее, буденовки оставались в некоторых действующих частях Красной Армии до 1942 года, а в партизанских отрядах, военных училищах и в школах в ряде тыловых частей шлем использовался до 1944 года. А в пограничных войсках Монголии до настоящего времени используются шапки в форме красноармейского шлема типа буденовка. С вас лайк и подписка, а я пошел искать новый материал. До встречи, друзья!